Железная крышка мусорного бака с глухим стуком захлопнулась в тихом дворе виллы в Кракове. Дом стоял на окраине города, величественный, из стекла и бетона, отражая утреннее солнце. Ян Ковальский наблюдал из окна своего кабинета, как его невеста Зофья выбросила в мусор маленькую коробочку, аккуратно упакованную его 7-летней дочкой Анной. Девочка неделю за неделей мастерила из бусинок и фима самодельное украшение для Мары, польской горничной, которая была для Анны второй мамой. Крошечная детская забота оказалась ненужной в глазах Зофьи, элегантной, но холодной женщины, которая пришла из старинного краковского рода, но никогда не понимала семьи. Ян почувствовал резкую боль, наблюдая, как жестокость проявляется в обыденных действиях. Он понял, что ближайшие дни потребуют от него решительных шагов, и начал тихо планировать, как защитить дочь и настоящую любовь. Пока Зофья готовилась к светской вечеринке и обсуждала с подругами глупости про Марию, Ян украдкой вернул подаренное украшение. Оно было несовершенным, но в нем сияла искренняя детская любовь, бусины разных цветов, маленькие подвески, сердце из фима с детской надписью «Для Мары, лучшей мамы после мамы». Ян понял, что именно в таких мелочах рождается настоящая семья. В течение следующих дней он собирал доказательства, фотографии, записи, свидетельства заботы Мары о Ане и жестокого отношения Зофьи. Когда настал день планируемой свадьбы, Ян перевернул все с ног на голову. Зофья, которая рассчитывала на богатство и статус, была разоблачена перед гостями, а Мару пригласили в центр торжества. Простая женщина с сердцем полным любви стала настоящей хозяйкой дома. Дочь назвала ее мамой с такой уверенностью, которая растопила сердца даже самых снобистских гостей. В доме больше не было холодной роскоши, вместо этого повсюду царили детские рисунки, семейные фотографии и аромат свежего хлеба. Ян знал, что сделал правильный выбор. Настоящее богатство – это любовь и забота, а не деньги или титулы. Маленькая коробочка, выброшенная в мусор, стала началом новой жизни, семьи, полной искренних чувств, доверия и счастья. Мару и Яну с дочкой Анной удалось построить дом, где царит настоящая семья, а не показная роскошь. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.